Представьте себе на мгновение, что ваш мозг – это не просто орган, а самый совершенный в мире суперкомпьютер. У него безграничная память, невероятная скорость обработки данных и творческий потенциал, способный создавать вселенные. Но есть одна проблема. У этого суперкомпьютера нет инструкции. Мы включаем его каждый день, тыкаем в несколько знакомых кнопок, используем для решения рутинных задач и даже не подозреваем, какие горизонты он мог бы перед нами открыть. Мы довольствуемся лишь малой долей его мощности, пока остальной потенциал спит глубоким сном. А что, если я скажу вам, что инструкция существует? Что есть метод, способный разбудить этого спящего гиганта? Не волшебная таблетка, не секретная формула из древнего свитка, а простая, выверенная до мелочей система. Это не фантастика. Этот подход рожден в стране, где гармония и эффективность возведены в культ. В стране, где сосредоточенность самурая и непрерывное совершенствование мастера являются частью национального кода. Вы наверняка слышали о японском феномене, об их невероятной работоспособности, о внимании к деталям, о том, как из руин они смогли построить одну из самых технологичных экономик мира. Секрет не в каких-то особых генах, секрет в подходе. И сегодня мы поговорим об одном из самых мощных из них, о методе, который заставит ваш мозг работать не просто хорошо, а на все 100%. Этот метод называется кайдзен. Кай – изменение, дзен – к лучшему. Маленькое, непрерывное, ежедневное улучшение. Звучит просто, да? Возможно, даже слишком просто, чтобы быть таким мощным. Но в этой простоте и кроется его гениальность. Ваш мозг, тот самый суперкомпьютер, панически боится резких перемен. Когда вы ставите перед собой грандиозную цель, выучить иностранный язык за 3 месяца, написать книгу за неделю, освоить сложный навык с нуля, что происходит? Мозг видит угрозу. Он видит колоссальный объем работы, огромные затраты энергии, высокий риск провала. И он включает защиту. Он саботирует ваше начинание. Он шепчет: «Ты не сможешь. Это слишком сложно. Начнешь с понедельника. Ты устал. Нужно отдохнуть». Это не вы ленивы. Это ваш инстинкт самосохранения пытается уберечь вас от мнимой опасности. Кайдзен обходит эту защиту. Он не говорит «штурмуй гору». Он говорит: сделай один маленький, почти невесомый шаг прямо сейчас. Вместо выучить язык, выучить одно новое слово в день. Вместо написать книгу, написать один абзац в день. Вместо пробежать марафон, надеть кроссовки и пройтись вокруг дома. Вы смотрите на эту задачу, и ваш мозг не видит угрозы. Одно слово, один абзац, 5 минут прогулки – это же ерунда. Это настолько просто, что нет даже смысла откладывать. И вы это делаете. И вот что происходит дальше. Совершая это микроскопическое действие, вы посылаете своему подсознанию мощнейший сигнал. Мы начали. Процесс запущен. Вы сдвигаетесь с мертвой точки. Вы преодолели самый страшный барьер – барьер инерции. А на следующий день вы делаете это снова. И еще раз. Каждый день одно маленькое улучшение. Один кирпичик. И вот через месяц, через год вы оглядываетесь назад и не верите своим глазам. Из этих крошечных, почти незаметных кирпичиков выстроился величественный собор вашего мастерства. Вы не штурмовали гору. Вы построили к ней пологий склон, по которому теперь можете подниматься легко и уверенно. Но кайдзен — это не просто про действие. Это про состояние ума. Это про то, чтобы заставить свой мозг работать в режиме постоянного, но не насильственного просто. Когда вы применяете кайдзен, вы делаете несколько невероятных вещей. Во-первых, вы тренируете фокус. Вы концентрируетесь не на далекой туманной цели, которая пугает, а на крошечном, ясном шаге, который вы можете сделать прямо здесь
и сейчас. Это тотальная концентрация на процессе. Та самая концентрация, в которой японские мастера доводят до совершенства каждое движение. Ваш мозг перестает метаться между прошлыми ошибками и будущими тревогами. Он живет в настоящем моменте. А именно в этом моменте и рождается подлинная эффективность. Во-вторых, вы строите нейронные связи. Мозг — это пластичная материя. Каждое повторяющееся действие, каким бы маленьким оно ни было, прокладывает в вашем мозгу новую тропинку. Сначала это тонкая, едва заметная тропка, но с каждым днем, с каждым повторением она становится все шире и прочнее, пока не превращается в скоростное многополосное шоссе. То, что вчера требовало от вас титанических усилий, сегодня делается почти на автомате. Выпускник музыкальной школы, который когда-то с трудом выводил гаммы, сегодня виртуозно исполняет сложнейшие произведения. Его пальцы помнят движения. Это и есть работа мозга на 100%, когда сложное становится легким. В-третьих, и это самое главное, вы воспитываете в себе гения дисциплины. Не той суровой солдафонской дисциплины, которая заставляет себя через силу, а дисциплины как естественного ритма жизни, как дыхание. Вы перестаете бороться с собой. Вы входите в поток. Действие становится не необходимостью, а частью вашей сути. Вы писатель, потому что вы пишете каждый день. Вы спортсмен, потому что вы тренируетесь каждый день. Вы эксперт, потому что вы изучаете что-то новое каждый день. Ваша идентичность меняется. Вы больше не тот, кто пытается. Вы тот, кто делает. И сейчас, пока вы слушаете эти слова, ваш мозг, возможно, ищет подвох. Он говорит: это слишком медленно. Мне нужен результат сейчас. Но спросите себя, что быстрее? Сделать один рывок, выдохнуться, сдаться и через год оказаться на том же самом месте? Или каждый день, без истерик и надрывов, продвигаться на 1 сантиметр вперед? Через год это будет больше 3 метров, а через 5 лет больше 15. Какая скорость на самом деле выше? Ваш мозг жаждет ритма, а не рывков. Он жаждет ясности, а не хаоса. Он жаждет доказательств вашей надежности. И когда вы раз за разом, день за днем, выполняете свое маленькое обещание, данное самому себе, мозг начинает вам доверять. Он понимает, что вы серьезны, и тогда он открывает свои кладовые. Он начинает выдавать вам идеи в душе, подкидывать решения во время прогулки, соединять, казалось бы, несвязанные вещи в гениальные инсайты. Он работает на вас не только в те 15 минут, которые вы отвели на практику, а 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, потому что вы загрузили в него программу. Вы задали ему вектор. С сегодняшнего дня ваша жизнь может измениться. Не с понедельника, не с Нового года. Прямо сейчас. Прямо с этой секунды. Возьмите любую сферу, которую вы хотите улучшить, самую важную для вас прямо сейчас, и задайте себе кайдзен вопрос: какой самый маленький, микроскопический шаг я могу сделать прямо сейчас, чтобы продвинуться вперед? Не шаг на месяц, не на неделю, но прямо сейчас. Шаг, который настолько мал, что ваш мозг даже не воспримет его как угрозу. Просто шаг. И сделайте его. А завтра следующий. И вот вы уже в процессе. Вы в движении. Вы не стоите на месте, разглядывая далекую вершину и боясь начать. Вы уже в пути.
И с каждым таким шагом вы посылаете своему мозгу самый важный сигнал. Я тот, кто действует. Я тот, кто улучшается. Я хозяин своей жизни. И ваш мозг, этот великий и могущественный суперкомпьютер, наконец-то получив четкие и спокойные команды, ответит вам тем же. Он проснется. Он выпрямится во весь свой рост, и он скажет: «Да, хозяин, приступаю к работе. Готов выдать все 100%. Покажи мне следующую задачу».